Всем привет! Это 11-й урок курса основ программирования на языке C# по платформе .NET. И на данном уроке мы с вами разберем побитовые операторы. Эти операторы на практике встречаются нечасто и поначалу могут быть сложны для понимания. Но все же я решил включить данный урок, пока мы еще недалеко ушли от числовых типов данных. Тем не менее, если вам вдруг будет непонятна информация данного урока, вы всегда сможете вернуться к нему позже. На понимание следующих уроков данный урок не повлияет. Итак, поехали. Во-первых, сразу следует сказать, что побитовые операторы неприменимы к типам с плавающей точкой. То есть они могут применяться только к целочисленным, как знаковым, так и беззнаковым типам. Еще для них, точно так же, как и для арифметических операций, справедливо подтягивание операндов до типа int или до типа long, если хотя бы одному операнду не хватает типа int. Об этом я рассказывал на прошлом уроке. То есть, даже если у вас переменные имеют тип byte или short, то при побитовых операциях они будут подтянуты до типа int, и результат будет int. Если вы хотите сохранить результат, например, в переменную типа byte, вам понадобится явное приведение типа. Побитовые операции, как и следует из их названия, применяются на уровне отдельных битов числа. То есть они интерпретируют свои операнды как двоичные числа, и операция применяется к каждому биту. Чуть позже на примерах вы поймете, как это происходит. Теперь давайте рассмотрим, какие побитовые операторы существуют. Для этого я подготовил небольшую презентацию. Она, кстати, будет приложена к текущему уроку. Итак, первый оператор – это побитовое i, или по-английски AND. Его еще иногда называют побитовым умножением. И сейчас мы поймем, почему из его таблицы истинности. Это бинарный оператор, то есть он требует два целочисленных операнда. А в качестве самого оператора применяется амперсанд. То есть операция выглядит вот таким образом. X амперсанд Y. Давайте теперь подробнее взглянем на его таблицу истинности. Здесь мы видим, что результирующий бит будет равен единице, только если оба входящих бита равны единице. Во всех остальных случаях мы получим 0. И здесь вы уже можете видеть аналогию с умножением. Если мы будем перемножать входящие биты друг на друга, то мы получим единицу только при умножении 1 на 1. Во всех случаях остальных мы получим 0. И теперь давайте посмотрим это на примерах. Во всех примерах далее для простоты будет использоваться 8-битовое представление чисел. Здесь мы видим наши x и y в десятичной и двоичной системах счисления. И сразу видим результат, который будет получен при применении данной операции. И мы видим, что при применении побитого i к числам 14 и 29, числа я просто взял из головы, мы получим число 12. Итак, как же получилось это число? А это можно наглядно видеть в последней колонке, где сами числа, а также результаты представлены в двоичной системе счисления друг под другом. И давайте применим нашу таблицу истинности к данным числам и убедимся, что все верно. Итак, начинаем справа налево, как будто считаем столбиком. 0 и 1 дает нам 0, 1 и 0, 0, 1 и 1, 1, 1 и 1, 1, 0 и 1, 0, и дальше остаются 3 нуля, которые дают нам нули. И в итоге в двоичной системе счисления мы получили число 1, 1, 0, 0, что и есть 12 в десятичной системе. Давайте также убедимся, применив это в коде. А код у меня уже написан для экономии времени. Я просто буду раскомментировать нужные строки по ходу урока и объяснять их. Итак, вот мы видим переменные с нашими числами 14 и 29. Здесь мы применяем к ним операцию побитого и сохраняем ее в переменную result. Дальше я просто вывожу ее в консоль. Запускаем. И вот мы видим в консоли 12. Да, если вам нужно сохранить результат побитовой операции в ту же самую переменную, здесь все так же будут работать составное присваивание, как и для арифметических операций. То есть мы вполне можем себе написать result и равно 5. И это будет эквивалентно вот такому выражению. И составное присваивание работает для всех побитовых операций. На практическое применение данных операторов мы посмотрим чуть позже, а теперь давайте перейдем к следующему. И это побитовое или, по-английски OR. Его также называют побитовым сложением. Это также бинарный оператор, и в качестве символа используется вертикальная черта. То есть сама операция выглядит вот таким образом. X, вертикальная черта Y. И теперь давайте посмотрим на его таблицу истинности. Здесь как бы все наоборот. Результирующий бит будет равен нулю, только если оба входящих бита равны нулю. Во всех остальных случаях мы получим единицу. Но и аналогия со сложением должна быть вам уже понятна. Если мы будем складывать входящие биты, то 0 мы получим только при сложении нуля с нулем. Во всех остальных случаях мы получим единицу. Ну и давайте разберем пример. Здесь мы видим те же числа, но мы к ним уже применяем побитовое или. И в результате уже будет 31. Давайте проследим, как же это получается, применив вот эту таблицу истинности к нашим двоичным операндам. Итак, 0 и 1 даст нам 1, 1 и 0, 1, 1 и 1, 1, 1 и 1, 1, 0 и 1, опять 1. И вот эти три нуля дадут нам нули.
И в итоге мы получаем двоичное число 1, 1, 1, 1, 1, что и есть 31 в двоичной системе. Ну и давайте проверим это в коде. Переходим сюда. Я раскомментирую вот эту строку и запускаем. И вот мы видим как раз наше число 31. Следующий оператор – это исключающее или, по-английски XOR или Exclusive OR. Это тоже бинарный оператор, и обозначается он вот таким символом. По-английски это caret, по-русски у нас обычно просто называют крышечка. Ну и сама операция выглядит вот таким образом: x caret y. Таблица истинности у него чуть более интересна. Здесь мы видим, что результирующий бит равен нулю, если биты совпадают, входящие. Если же входящие биты разные, то результирующий бит будет равен единице. Давайте посмотрим на пример. Здесь те же самые числа, и в результате мы уже получаем 19. Давайте проверим по нашей таблице истинности. 0 и 1 даст нам 1, 1 и 0, 1, 1 и 1, 0, 1 и 1, 0, 0 и 1, 1. И 3 нуля дают нам нули. И в итоге мы получаем вот такое двоичное число 1, 0, 0, 1, 1, что и есть 19 в десятичной системе. Давайте проверим в коде. Я раскомментирую эту строку, запускаю, и видим 19 в консоли. Следующий оператор, наверное, самый простой, это оператор «не». Этот оператор уже унарный, и в качестве символа используется тильда. И операция выглядит вот таким образом: тильда x. Таблица истинности у него очень простая, видим, что входящий бит просто инвертируется. И давайте посмотрим на примеры. Здесь мы сначала применяем побитовое «не» к нашему числу 14, а затем к числу 29. И получаем, соответственно, минус 15 и минус 30. Давайте сначала проверим все по битам. Ну, здесь все очень просто. Видите, что все биты просто инвертированы. Возможно, вы уже заметили закономерность, которая на самом деле написана у меня вот в этой формуле. Не x равно минус x минус 1. То есть у нас было число 14, а мы получили минус 15. Было 29, а мы получили минус 30. Это связано с тем, как хранятся целые положительные и отрицательные числа в памяти компьютера. В настоящее время используется так называемый дополнительный код. Я уже упоминал о нем на уроке по типам данных, а также тем, кто имеет доступ к ответам на домашние задания, это тоже должно быть знакомо, так как я там этого касался, когда разбирал подробно переполнение. Напоминаю, что доступ к ответам на домашние задания можно получить по подписке на Boosty. Ссылка будет в описании. А для тех же, кто с этим не знаком, ссылку на то, как хранятся числа в дополнительном коде, я также оставлю в описании. Давайте теперь инвертируем наши числа в коде. Я раскомментирую вот эти строки и запускаю. И вот мы видим наши числа минус 15 и минус 30 в консоли. Следующие операторы – это операторы сдвига. Давайте начнем со сдвига влево. Этот оператор бинарный, и в качестве символа используется два знака меньше. Первый операнд – это число, в котором необходимо произвести сдвиг, а второй операнд – это количество бит, на которое необходимо произвести сдвиг. То есть данный оператор сдвигает левый операнд влево на количество бит, указанное в правом операнде. При этом старшие биты отбрасываются, а младшие заполняются нулями. Давайте посмотрим это на примерах. В первом примере мы сдвигаем наше число 14 на 1 бит влево. Вот здесь у меня колонка n – это количество бит, на которое мы производим сдвиг. И в итоге мы получаем число 28. Давайте проследим на побитовом уровне, как это происходит. А здесь мы видим, что в результате у нас все биты сдвинуты на одну позицию влево относительно исходного числа. То есть у нас было число 1110, а стало 111000, и мы видим, что младший бит заполнился нулем. И это как раз и дает нам число 28. Давайте теперь посмотрим на следующий пример для отрицательного числа. Здесь у меня число минус 5, и в двоичном виде в дополнительном коде оно выглядит вот таким образом. В колонке n у нас 3, то есть мы сдвигаем его влево на 3 бита. Ну и в итоге мы видим, что старшие 3 бита были просто отброшены, младшие 3 бита заполнились нулями, а остальные биты они сдвинулись влево на 3 позиции относительно исходного числа. Ну и в итоге мы получили вот такое число, минус 40 в десятичной системе. И вы уже могли заметить закономерность, что сдвиг влево на 1 бит эквивалентен умножению на 2. В первом случае у нас было число 14, мы сдвигали его влево на 1 бит и получили число 28. Во втором случае у нас было число минус 5, мы сдвигали его влево на 3 бита и получили минус 40. То есть это эквивалентно минус 5 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть минус 5 умножить на 8, что и есть 40. Ну и давайте посмотрим еще на это в коде. Я раскомментирую вот эти две строки. Напомню, что в x у нас содержится 14, а здесь мы сдвигаем минус 5 напрямую. И запускаем. И вот мы видим наши числа 28 и минус 40 в консоли.
Следующий оператор – это сдвиг вправо. В качестве символа используется два знака больше. Здесь все очень похоже, но биты сдвигаются не влево, а вправо. А единственное, если тип знаковый, то данный оператор сохраняет знак числа. То есть помним, что если число отрицательное, то старший бит у нас содержит единицу. И в таком случае при сдвиге вправо этот бит также будет заполняться единицей. Для положительных чисел и для беззнаковых типов старший бит будет заполняться нулем. Ну а младшие биты будут просто отбрасываться. Давайте посмотрим на примеры. Первый пример у нас для положительного числа. Здесь наше любимое число 14, и мы сдвигаем его на 1 бит вправо. Ну и здесь можем видеть, что старший бит заполнился у нас нулем, а младший бит просто был отброшен, но эти три бита сдвинулись вправо на одну позицию. И мы получили число 7. И вы уже можете заметить, что число просто поделилось на 2. Но здесь, в отличие от сдвига влево, есть один нюанс. Во-первых, деление на 2 будет целочисленным, так как у нас побитые операторы оперируют только с целыми типами. Дробная часть будет просто отбрасываться. А во-вторых, для отрицательных чисел эквивалент деления на 2 не всегда справедлив, что сейчас мы увидим на следующем примере. Тут у нас число минус 20, и мы сдвигаем его на 3 позиции вправо. И сразу можно заметить отличие, что старшие 3 бита заполнились единицами, а не нулями, чтобы сохранить знак числа. Младшие у нас 3 бита были отброшены, а остальные биты сдвинулись вправо на 3 позиции. И мы получили число минус 3. Но это не эквивалент целочисленного деления на 2, потому что в таком случае мы должны были бы получить минус 2, а не минус 3. Минус 20 делим на 2 это минус 10, минус 10 делим на 2 это минус 5, минус 5 делим на 2 это минус 2,5, отбрасываем дробную часть, получается минус 2. Но мы получили минус 3. Поэтому для отрицательных чисел сдвиг вправо на 1 бит это не всегда эквивалентно делению на 2. При этом для положительных чисел это работает всегда. Если бы мы сдвигали вправо на 3 бита число 20, то мы как раз бы получили 2. И давайте посмотрим на это в коде. Я раскомментирую вот эти 3 строки. Здесь я как раз добавил также для сравнения сдвиг вправо для положительного числа 20 на 3 разряда. Запускаем. И вот мы видим наши числа 7, минус 3 и 2. Ну и в C# 11, то есть сравнительно недавно, появился еще один оператор сдвига, он называется беззнаковый сдвиг вправо и обозначается 3 знаками больше. Мы его подробно рассматривать не будем, потому что он довольно специфичен, и, если честно, я не знаю ни одного реального use case для данного оператора. Вкратце, его единственное отличие от сдвига вправо это то, что он всегда заполняет старшие биты нулем. То есть для беззнаковых типов и для положительных чисел отличий не будет. Для отрицательных же чисел отличия будут довольно сильные. Тем, кому интересно, ссылку на официальную документацию я оставлю в описании. Если захотите, вы также сможете с ним поэкспериментировать. Итак, мы с вами рассмотрели все побитовые операторы. Давайте теперь посмотрим, как же их можно применить на практике. Первое и самое, наверное, частое применение – это так называемые битовые флаги и битовые маски. Здесь обычно всегда приводят пример с разграничением прав, и я тут не буду исключением, потому что это, наверное, самый простой для понимания пример. Я вот тут нарисовал таблицу, давайте для начала ее разберем. Предположим, у нас есть какой-то ресурс, например, файл, и мы хотим ограничить к нему доступ. У нас будет 3 вида разрешений, это чтение, запись и удаление, они представлены в колонках, а также набор ролей, в данном случае гость, редактор и админ. И мы видим, что если разрешение у данной роли включено, то на пересечении у нас единица. Если выключено, то нолик. И в данном случае гость у нас имеет разрешение только на чтение, редактор на чтение и запись, а админ имеет полный доступ, включая удаление. Как бы мы могли это реализовать? Из таблицы мы уже видим, что набор разрешений представляется набором нулей и единиц, что подходит для наших побитовых операторов. Мы можем для каждого разрешения определить битовый флаг. У нас всего 3 разрешения, а значит нам нужно всего 3 бита. Первый младший бит у нас будет отвечать за чтение, второй за запись, а третий за удаление. И давайте определим 3 переменные, которые будут отвечать за разрешение. На самом деле я уже их здесь определил. Для экономии времени я просто их раскомментирую и давайте разберем, что же тут написано. Во-первых, я их определил как константы, потому что набор разрешений он статичен и меняться не будет. Во-вторых, я применил здесь бинарные литералы для наглядности. И вот мы видим, что наше разрешение read, оно имеет вот такое вот число 0b001, то есть единичка в младшем разряде. А разрешение на write имеет уже единичку во втором разряде, а разрешение delete имеет единичку в старшем разряде. Таким образом, мы определили набор наших прав. Если мы выведем их в консоль, то они выведутся у нас в десятичной системе, и мы увидим 1, 2 и 4. Давайте даже на это посмотрим. Я раскомментирую вот эти строки.
Запущу. И вот мы видим 1, 2 и 4. Почему? На самом деле все очень просто. 0,01 это в десятичной системе 1, 0,10 это 2, а 100 это 4. Но это не очень наглядно, поэтому существует также способ вывода и в двоичной системе. До .NET 8 это приходилось делать с помощью класса Convert, но в .NET 8 появился специальный спецификатор форматирования для вывода в двоичной системе. И он обозначается большой или маленькой буквой B. Также после него мы можем указать число. Это будет минимальное количество разрядов, которые мы хотим вывести. И в данном случае нам нужно 3 разряда, потому что наши разрешения представляются 3 битами. Про спецификаторы форматирования мы еще поговорим на отдельном уроке в будущем. Я раскомментирую вот эту строку. Здесь мы берем наше разрешение read, приводим его к строке с помощью метода toString и передаем спецификатор форматирования bit3. И если запустим, то мы уже увидим в консоли число наше вот в таком виде 001. На самом деле я даже определил отдельный метод для вывода разрешений, чтобы не писать вот эту строку форматирования каждый раз. Вот он у меня тут снизу и называется Display Permissions. Он принимает на вход наши разрешения и выводит их способом, который мы только что разобрали. И давайте выведем все наши разрешения с помощью этого метода. Вот это я удалю, а вот это раскомментирую. Здесь мы вызываем наш метод со всеми 3 разрешениями. Запускаем. И видим их в удобном виде 001, 010 и 100. Ну и теперь мы можем комбинировать наши права нужным нам образом. Давайте создадим роль гостя. Гость у нас имеет права только на чтение, то есть единичка только в младшем разряде. Комбинация прав будет выглядеть как 0, 0, 1. Ну и на самом деле мы уже имеем такую комбинацию прав для нашего разрешения read. То есть для гостя все просто. Мы просто присваиваем нашей переменной guest разрешение read. Давайте выведем. И видим 001. Теперь давайте зададим права для редактора. Здесь уже интереснее, потому что редактор у нас имеет права не только на чтение, но и на запись. И комбинация прав должна выглядеть как 011. Как же мы можем получить единицы в младших разрядах? На самом деле мы можем просто применить наш оператор по битве или к соответствующим разрешениям. И выглядит это вот таким образом. int editor равно read или write. Вот здесь в комментарии я обозначил, как это будет выглядеть на побитовом уровне. То есть у нас разрешение read имеет битовую маску 001, а разрешение write 010. И в итоге мы как раз получаем 011, то, что нам и нужно. Давайте запустим и проверим. Запускаем, и вот мы видим 011. Ну, я думаю, вы уже догадались, что для админа мы просто должны применить наше побитовое или для всех 3 разрешений. Вот таким образом. Read или write или delete. Давайте выведем и убедимся. И вот видим 3 единички в консоли. И фактически мы не ограничены только этими ролями. Мы можем назначить любую комбинацию прав. Например, мы можем задать комбинацию только на чтение или удаление вот таким образом. Read или delete. Если выведем, то увидим комбинацию 101. То есть на месте чтения и удаления стоят единички, а на месте записи стоит нолик. И вот такие комбинации битовых флагов, как мы определили для наших ролей, и называются битовой маской. Теперь у вас может возникнуть вопрос, ну хорошо, мы определили набор разрешений и набор ролей, а как же проверить, имеет ли данная роль соответствующее разрешение? Для этого нам понадобится уже побитовое «и». Например, пользователь пытается получить доступ на запись, но прежде чем давать возможность редактирования, мы должны проверить, имеет ли пользователь соответствующее разрешение. Мы должны взять роль, которую имеет пользователь, и применить побитовое «и» к интересующему нас разрешению. Если мы получим в результате 0, то данная роль такого разрешения не имеет. А если число отличное от 0, то данное разрешение установлено. Давайте сначала это проверим, а потом я вам объясню, почему так. И давайте проверим все наши роли на разрешение на запись. Я раскомментирую вот этот код. И здесь мы применяем побитовое «и» ко всем ролям и к разрешению на запись. Вот guest и write, editor и write, admin и write. Давайте выведем. И мы видим 0, 2, 2. Как мы помним, как раз guest данного разрешения не имеет, и поэтому мы получили 0. А остальные роли данное разрешение имеют, и поэтому мы получили отличное от 0 число, и в данном случае 2. А давайте теперь проделаем все то же самое, но для разрешения delete. Я раскомментирую вот этот код. Здесь я поменял только write на delete. Запускаем. И теперь видим 0, 0, 4. Помним, что у нас только админ имеет разрешение delete, поэтому для геста и для редактора мы получили нули, а для админа отличное от 0 число. Ну и зная это правило, мы можем написать метод hasPermission, который будет возвращать true, если роль установлена, и false в обратном случае. Фактически я этот метод уже написал для экономии времени. Вот он.
Он принимает роль и принимает разрешение, которое нам нужно проверить. А здесь мы применяем между нашей ролью и разрешением побитого и сравниваем его с нулем. Соответственно, если у нас результат равен нулю, то значит разрешение не установлено. А если он отличен от нуля, то разрешение такое установлено. Вот этот оператор восклицательный знак равно читается как не равно. И, внимание, побитовый оператор имеет очень низкий приоритет, поэтому здесь нам нужны скобки. Ну и давайте проверим. Давайте сначала сделаем это для всех ролей и для нашего разрешения write. Я запускаю. И вот мы видим false, true, true. То есть гость такого разрешения не имеет, а остальные роли имеют. Давайте теперь проделаем то же самое для разрешения delete. Запускаем. И теперь мы уже видим false, false, true. То есть такое разрешение имеет только админ. Теперь давайте все-таки разберем, как же это работает. Давайте просто посмотрим, что же происходит на побитовом уровне. Начнем с роли guest и разрешения на записи. И вот тут в комментарии я обозначил, что происходит на побитовом уровне. У нас роль guest имеет маску 001, а разрешение write 010. И если мы применим побитого и, мы получим в итоге 3 нуля, что равно нулю в десятичной системе. Если же мы посмотрим на эдитор и админа, то мы уже увидим, что в результате мы получим 0,10 в двоичной системе, то есть двоечку в десятичной системе. То есть фактически у нас результат равен самому разрешению. Дело в том, что разрешение — это битовые флаги, и они имеют только один установленный бит на соответствующей позиции. Соответственно, при применении побитого и с любым другим числом, например, нашей ролью, в лучшем случае мы можем получить единицу только на одной этой позиции, если в нашей роли на той же самой позиции установлена единица. В остальных битах всегда будут нули, независимо от того, какие значения битов установлены в нашей битовой маске. Получается, что при применении данного оператора мы можем получить только два значения: 0 или значение самого битового флага. Если мы получили 0, значит соответствующий бит в нашей маске был равен нулю, и данное разрешение в ней не установлено. А если мы получили не 0, то соответствующий бит в нашей битовой маске установлен в единицу, а значит разрешение включено. Кстати, мы не ограничены проверкой только одного битового флага. Мы можем передать сразу несколько, сформировав из них битовую маску. В данном случае наш метод вернет нам true, если наша роль имеет хотя бы одно из проверяемых разрешений. Например, давайте проверим, имеет ли наш гость разрешение на чтение или на запись. Я раскомментирую вот этот код. И как видим, мы сразу здесь передаем два разрешения на проверку, сконкатинировав их нашим оператором побитого или. И запускаем. И видим true. И все верно, потому что гость имеет разрешение на чтение. И вот что происходит на побитовом уровне. Гость все так же имеет маску 001, а наши проверяемые разрешения уже имеют маску 011. И в итоге мы получаем 001, то есть отличное от нуля число. Таким образом, нам лучше переименовать метод в has at least one permission, то есть имеется ли хотя бы одно разрешение. Это будет лучше отражать его суть. И давайте это сделаем. Я поставлю курсор на имя метода, нажму F2, переименовываем, и мы видим, что он сразу также переименовался и в местах вызова. И также нам лучше переименовать и параметр, потому что мы можем передать не одно разрешение, а сразу несколько. Делаем это таким же образом. Но что если нам нужно проверить, имеет ли роль сразу все переданные разрешения, а не только одно из них? Например, мы хотим проверить, имеет ли роль сразу и разрешение на чтение, и разрешение на запись одновременно. Это тоже довольно легко сделать, нам нужно немного изменить код предыдущего метода. Мы сейчас это реализовывать не будем, я оставлю вам эту задачку для домашнего задания. Ну и можете также манипулировать битовыми масками, применяя к ним побитовые операторы различным образом. Например, мы можем отключить какие-то разрешения в уже существующей маске. Для этого я написал метод disable permissions. Он принимает в себя роль, а также разрешения, которые необходимо отключить, а возвращает уже новую роль с отключенными разрешениями. Для этого мы применяем побитовое и наравне с отрицанием. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как это работает на побитовом уровне. Если захотите, вы можете разобраться сами. Вся информация теперь уже у вас есть. Давайте просто проверим, что это работает. Я раскомментирую вот этот код. И здесь мы отключаем у нашего редактора разрешение на запись, на чтение, извините. Запускаем. И видим, что мы получили маску 0.1.0, то есть осталось только разрешение на запись. Мы можем отключать сразу и несколько разрешений, если хотим. Давайте я раскомментирую вот эту строку. И здесь мы отключаем у админа как разрешение на чтение, так и разрешение на запись. То есть должно остаться только разрешение на удаление. Запускаем.
И видим в консоли маску 1.0.0, что как раз соответствует нашему разрешению на удаление. И вы можете производить самые различные операции с битовыми масками, например, наоборот, включать какие-то разрешения, инвертировать маску целиком или производить любые другие операции. Ну и тут стоит упомянуть, что для определения битовых флагов в C# также существует специальный тип перечислений, которые помечаются атрибутом flags. На практике для данных целей используется обычно именно перечисление. Мы с вами еще не проходили перечисления, поэтому сейчас рассматривать это не будем. Когда мы до них дойдем, мы к этому вернемся. Но фактически отличий не так много. Просто сами битовые флаги объявляются не как константы, как делали это мы, а как члены перечисления. Ну и также есть специальный метод для удобной проверки, установлен ли интересующий нас флаг или нет. Другие побитовые операции применяются реже, мы их так подробно рассматривать не будем. Например, операция XOR обратима, то есть A XOR B опять нам даст A. Поэтому ее можно использовать как простейшее шифрование. Например, вы хотите кому-то передать секретную информацию в зашифрованном виде. Вы уже договорились о ключе шифрования, и в таком случае вы можете зашифровать информацию, применив операцию XOR к исходным данным с оговоренным ключом, а ваш оппонент расшифровать, применив операцию XOR с тем же ключом, но уже к зашифрованным данным. Давайте посмотрим это на примере чисел. Предположим, у нас есть какое-то число, пусть будет 48, и заранее оговоренный ключ, пусть будет 563. Сначала мы применяем операцию XOR к нашим данным с оговоренным ключом и получаем зашифрованные данные. И давайте вот это я сначала закомментирую. Проверим, что зашифрованное число отличается от исходного. Запускаем и видим число 515. А у нас исходное было 48. Теперь давайте раскомментируем вот это. То есть здесь мы уже применяем операцию XOR к зашифрованным данным с тем же ключом. И получаем наше расшифрованное число. Давайте проверим, что оно совпадает с исходным. Запускаем. И да, видим наше число 48 в консоли. Конечно, в реальном шифровании применяются гораздо более сложные алгоритмы, но в качестве отдельного шага данное свойство операции XOR также может быть полезно. Еще XOR может использоваться, например, для комбинирования хэш-кодов, но мы с вами хэш-коды будем проходить позже. Давайте посмотрим на еще один практический use case применения побитовых операторов и заодно посмотрим на операторы сдвига. С помощью побитовых операторов мы можем упаковать несколько числовых значений в одно. Давайте посмотрим это на примере представления цвета. Как вы, надеюсь, знаете, в компьютере цвет представляется в системе RGB. То есть любой цвет можно получить смешиванием трех основных цветов в определенной пропорции. Основные цвета это как раз красный red, зеленый green и синий blue. Если мы, например, откроем цветовую палитру в Paint, то увидим RGB, где мы можем задать числовое значение для каждого цвета. Вот red, green, blue. Числовое значение имеет 8 бит, то есть диапазон от 0 до 255, от минимальной до максимальной насыщенности. А в итоге мы получаем одно числовое значение для всего цвета. Вот оно сверху, и для удобства оно вводится в 16-ричной системе счисления. Вот мы видим решетку. И давайте попробуем. Я сейчас задам специально небольшие числа, чтобы у нас десятичная система совпадала 16-ричной. Например, для красного мы зададим 7, для зеленого 8, а для синего 9. И вот мы видим наше итоговое число 0,7, 0,8, 0,9. То есть отсюда можно видеть, что для красного цвета отводятся старшие 8 бит, для зеленого цвета средние 8 бит, а для синего цвета младшие 8 бит. Давайте теперь посмотрим, как этого можно добиться в коде. Я раскомментирую вот этот пример. Здесь я объявляю сразу 3 цвета в одной строке и задаю им значения, те же, что и были, 7, 8 и 9. И дальше нам нужно упаковать эти 3 цвета в одно число. Каждый цвет у нас имеет 8 бит, и для этого можно выбрать результирующую переменную int. Помним, что int у нас имеет 32 бита, соответственно, нам хватает с запасом. И делается это вот таким образом. Что происходит в этой строке? Мы помним, что для красного цвета у нас отведены старшие 8 бит. Значит, мы сдвигаем красный цвет на 16 бит влево. Для зеленого цвета отведены средние 8 бит, и мы сдвигаем его на 8 бит влево. Ну а для синего цвета у нас отведены младшие 8 бит, и нам сдвиг тут не нужен. И мы просто объединяем все наши биты с помощью побитового или. Ну, далее я просто вывожу получившееся число в консоль. Я применяю вот такой формат x6. Это значит вывести в 16-ричной системе счисления с 6 знаками. Ну и давайте запустим. Запускаем. И вот мы видим наше число 0,7, 0,8, 0,9. То же самое, что мы видели в Paint.
Если же мы хотим теперь извлечь отдельные цвета, то нам нужно выполнить обратную операцию. То есть для красного цвета нам нужно выполнить сдвиг вправо на 16 бит, для зеленого цвета сдвиг вправо на 8 бит, ну а для синего цвета сдвиг нам не нужен. И нам нужно привести все значения к типу байт, чтобы отсечь ненужные нам биты. И если выведем в консоль, то мы увидим числа для каждого цвета 7, 8 и 9. Ну и чтобы вы убедились, что это не какой-то искусственный пример, давайте еще взглянем на структуру Color из базовой библиотеки классов. Я раскомментирую вот эту строку и перейду в исходники метода fromARGB. И вот смотрите, мы видим здесь все те же наши сдвиги. Единственное, тут еще появился альфа-канал, который занимает самые старшие 8 бит. Помните, мы для простоты в нашем примере использовали только 3 цвета, то есть 24 бита. А здесь еще используется альфа-канал, который занимает самые старшие 8 бит и отвечает за прозрачность. Ну и сдвиги здесь заданы константами, но мы можем их увидеть, если перейдем. И вот для альфа-канала 24, для красного цвета, как и было у нас, 16, для зеленого цвета 8 и для синего 0, то есть сдвига нет. Ну а если мы посмотрим на отдельные цвета, вот они RGB и альфа-канал, то мы увидим все те же самые сдвиги уже вправо на то же самое количество бит, как и делали мы с вами. Ну и последнее, что стоит сказать, это что побитовые операторы поддерживаются на аппаратном уровне и являются очень высокопроизводительными. Иногда в каких-то узких системных местах их могут использовать для повышения производительности. Я уже показывал, что сдвиг влево аналогичен умножению на 2, а сдвиг вправо с некоторыми оговорками делению на 2. Это один из примеров. Также с помощью них, например, можно быстро проверить число на четность. И давайте даже на это посмотрим в базовой библиотеке классов. Я раскомментирую вот этот пример, и мы перейдем в исходники метода isEventInteger и посмотрим, как проверяется число на четность в базовой библиотеке классов. Переходим и видим здесь вот такую интересную конструкцию. Кто захочет, может разобраться, как и почему это работает. И то же самое происходит для метода, например, isPow2, который проверяет, является ли число степенью двойки. Переходим еще раз и видим здесь еще более интересную конструкцию. Но в практической разработке вы такие оптимизации вряд ли часто увидите. В принципе, это все, что я хотел рассказать на данном уроке. Домашнее задание вы, как всегда, сможете найти в соответствующем репозитории на GitHub. Ссылка будет в описании. На следующем уроке мы с вами разберем тип bool, а также операторы сравнения и логические операторы. Если вам понравился урок, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Напоминаю, что доступ к коду уроков, а также к ответам на домашние задания к телеграм-каналу, где вы можете задавать вопросы, можно получить по подписке на Boosty. Ссылка также будет в описании. А у меня на этом все, и жду вас на следующем уроке.